Дракон. Сейчас трудно найти человека, незнакомого с этим понятием, с его размерами, цветом, строением и другими узнаваемыми чертами. Мои зубы — мечи, мои когти — копья, мои крылья — ураган. В кино, литературе и играх драконы часто представляются ярким, иногда даже ключевым персонажем. Они настолько реалистичны и многочисленны, сколь и разнообразны. Сейчас есть множество разных образов дракона. Например, они могут быть злыми, кровожадными, Я покажу вам, что такое месть. нечеловечески умными и хитрыми, и даже обладающими физическими и магическими способностями, схожими с божественными. Или же они полная противоположность, добрые, милые и даже забавные. Я жив! Кому из смертных нужна моя помощь, о великий предок? А может быть, они это всего лишь досадная помеха, вредители, как было в мультфильме «Как приручить дракона». Одна беда – вредители. Обычно вредители – это мыши или там комары. А у нас... драконы. К сожалению, образ дракона в мифах и легендах обычно лишен строгого описания. Классификация драконов. Разящие, грозящие, загадочные. Громобой. Дракон-отшельник обитает в морских пещерах и темных заводях. Разбуженный громобой способен своим ревом потопить корабль или лишить жизни человека. Особо опасен убить на месте. Кипятильник обрызгивает свою жертву кипятком. Особо опасен. Сжигает жертву, закапывает жертву, душит жертву, выворачивает наизнанку. Особо опасен, особо опасен. Убить на месте, убить на месте, убить на месте. Например, в Европе драконы были хищными, огнедышащими, отравляющими воду чудовищами, несущими всяческие бедствия, голод, смерть, разрушение. В Восточной Азии они, напротив, представлялись могущественными и в целом полезными существами, ведь в их ведении был дождь, дающий жизнь и благосостояние после засушливого сезона. Многие благороднейшие азиатские династии с гордостью утверждали, что ведут свой род от драконов. Как и в Европе, так и в Азии, драконы существовали от начала времен и были разнообразны, как сама природа. Существует множество противоречивых описаний драконов. Они сходятся лишь в том, что существа эти имели покрытое чешуей тело, похожее на змеиное, и сильный смертоносный хвост, а также острые когти, а у некоторых из них могли быть крылья и огненное дыхание. В подавляющем большинстве своем существа эти обладали сверхъестественно острым зрением. Само слово «дракон» происходит от того же корня, что и древнегреческий глагол «дерк» – «смотреть», «следить». Он также встречается в словах «деркмай» – «ясно вижу» и «дедорка» – «слежу за тобой». В остальном описания драконов в легендах разительно отличаются друг от друга. Судя по всему, большинство зверей были приблизительно 7 метров в длину. Но встречались чудовища, которые были больше гор, и даже могли обвить всю землю и ухватить себя за хвост, как в скандинавской мифологии мировой змей Йормунганд. Иначе змей Мидгарда. А какие-то, наоборот, были не больше шелковичного червя. Есть описание этих существ с 7 и даже сотней голов, и то же самое относится к их хвостам. Вообще, большинство людей при упоминании слова «дракон» обычно вспоминает именно о западных драконах. Западные драконы чаще всего изображаются злыми, подлыми и кровожадными. Они послали тебя сделать за ней грязную работу, а сами попрятались снаружи. У тебя хорошие манеры для вора и лжеца. В большинстве случаев они имеют огромные сокровищницы, спрятанные в их пещерах, замках или башнях. Наиболее известные примеры западных драконов – Смауг из «Властелина колец», драконы в «Гарри Поттере», ну а нам ближе всех Змей Горыныч. Восточные драконы в чем-то похожи на западных, но имеют некоторые отличия. У них волнистые, змееподобные тела,
Однако волны эти чаще всего располагаются не в горизонтальной плоскости, как у обычной змеи, стелящейся по земле, а в вертикальной, как арки. Или же их изображают сильно спирально закрученными. Мои предки послали ящерицу помочь мне? Эй, дракона! Дракона, а не ящерицу. Я не телепаю языком. Голова у китайских драконов похожа на западных, но имеет усы и иногда бороду. В отличие от западных драконов, они дышат паром или облаками, обычно не имеют крыльев. Восточные драконы изображаются добрыми и мудрыми. Они имеют многотысячелетнюю историю, особенно в Китае. В истории они очень тесно связаны с погодой. В одной из легенд говорится, что одно из самых чудовищных наводнений в азиатской истории случилось из-за того, что смертный обидел дракона. В китайской истории пятипалый дракон – символ власти. Давным-давно был принят закон, что только император может иметь изображение пятипалого дракона на одеяниях и на всем, что ему принадлежит. Обычно это был желтый дракон, который считается самым могущественным среди всех драконов. Если кто-либо, кроме императора, был пойман носящим символ императорского статуса пятипалого дракона, этого человека казнили. Предположение происхождения драконов. Не кажется ли вам странным, что многочисленные народы Земли, разделенные тысячами километров и тысячами же лет развития, ухитрились выдумать более или менее похожих зверей? Есть ряд теорий, пытающихся объяснить это удивительное единодушие наших предков. Первая теория, наиболее часто упоминаемая среди них, является ископаемая. Она утверждает, что древние люди драконов в буквальном смысле откопали. То есть, копаясь в земле по каким-то своим доисторическим нуждам, люди натыкались на останки динозавров и других монстров мезозойской эры. Останки эти должны были повергнуть людей в шок. Медведь, наиболее крупный из тривиальных зверей, был ничтожной мелочевкой по сравнению с теми созданиями, которые принадлежали окаменевшие кости. Конечно, маловероятно, что кто-нибудь из тогдашних людей мог адекватно объяснить, откуда взялись и кому принадлежали все эти штуковины. Но, по крайней мере, в Китае задокументировано, что доисторические кости точно назывались костями драконов. Вторая теория – наименьшего сопротивления. Последователи этой теории считают, что дракон – реально существовавший представитель фауны, который к настоящему времени либо вымер, либо спрятался от излишнего внимания человека. Эту точку зрения подробно обосновал китайский ученый Ма Сяосин в работе «Дракон. Еще не изученное животное». Третья теория. В 2004 году телевизионный канал Animal Planet пустил в эфир удивительный фильм «Последний дракон» The Last Dragon. Крик слышен на многие мили. Изящную стилизацию под документальную ленту, повествующую об эволюции драконов. Фильм состоял из двух смонтированных параллельно блоков. В первом с помощью компьютерной графики показывается жизнь дракона. Во втором рассказывается история современного палеонтолога, сделавшего на основании обнаруженного обуглившегося черепа тираннозавра вывод о существовании драконов и получившего впоследствии возможность изучить сохранившееся в ледяной румынской пещере тело одного из них. Никто не ожидал, что оно будет целым и таким массивным. Последний дракон сделан очень грамотно. Выдвинутые в нем гипотезы вполне жизнеспособны и реалистичны, включая объяснение огненного дыхания и того, каким образом драконам удалось пережить катаклизм, уничтоживший динозавров. Однако весь фильм основан на том, что нашли беспрецедентно хорошо сохранившийся труп дракона, непосредственно в месте его обитания. Но если бы такой труп действительно нашли, то все вопросы о драконах получили бы свои Это ответы. разновидность научных исследований. Настоящая история о самом удивительном существе, которого никогда не существовало. Теория 4. Следующая теория, пытающаяся более или менее изящно соединить ископаемую и фантастическую гипотезы. Назовем ее мутационной. Согласно ей, существа, которых мы сейчас знаем как драконы, могли быть результатом мутации или результатами дефекта развития в зародышевой стадии. Действительно, случаи рождения пресмыкающихся с двумя головами, дополнительными конечностями и прочими аномалиями неоднократно описывались и продолжают описываться в современной научной литературе. Вполне возможно, подобные создания в далеком прошлом могли стать источником легенд о драконах. Во всяком случае, я без особого труда могу представить себе человека, демонстрирующего шокированной толпе дохлую двуголовую змею и рассказывающего, каких трудов ему стоило завалить
эту могучую, огнедышащую тварь. Рыбацкие байки, понятное дело, существовали на заре человечества. А народная молва раздула эти байки до невероятного состояния. Существует также весьма необычная гипотеза, что за драконов люди принимали северное сияние. Оно, как известно, представляет собой световую гамму, изменяющейся интенсивности, с быстрыми движениями, форма которой нередко может походить на извивающееся тело загадочного змея. Визуально полярное сияние воспринимается как комбинация из пятен, лучей, дуг или полос зеленого и красного цвета, и происходит оно на высоте от 100 км и выше. Зеленый – цвет кожи дракона, красный – цвет выдыхаемого им огня. Ну а высота – признак того, что у дракона обязательно имеются крылья. Несколько тысяч лет назад подобное объяснение загадочного явления выглядело довольно реалистично и вполне могло послужить основой для возникшего мифа. Но проблема в том, что происходит оно только в приполярных территориях. А как тогда быть с тем, что драконов намного реже упоминают в этих самых приполярных широтах, в отличие от более южных территорий? Древние скандинавы объясняли это явление не менее сказочно. Они верили, что гигантская небесная лиса машет хвостом, от чего загораются огни. Теория 6. Сейчас основной теорией происхождения образа дракона считается тотемная теория. Термин означает название, знак, герб клана, а также название животного, являющегося у племени предметом особого культа. Любой предмет может выступать в качестве тотема, но наиболее распространенными и, по-видимому, самыми древними тотемами были реальные животные, за исключением почему-то как раз дракона. Основной признак тотемизма заключается в том, что тотем считается родоначальником данного племени, и все, что изображалось на тотеме, являлось кровным родственником, сородичем каждого члена группы его поклонников. Если тотемом, например, служит ворона, то она считается действительным прародителем данного рода, и каждая ворона – это сородич. Тотемная теория объясняет достаточно многие моменты, связанные с легендами о драконе. Но в общемировой системе первобытных верований тотем – это обязательно существо реальное. Однако ученые, поддерживающие эту теорию, само существование дракона отрицают. И вместо этого утверждают об объединении ряда тотемов в один. Это все равно, что буддисты, христиане и мусульмане объединятся и создадут новую религию, объединяющую части этих религий воедино, вместо своих прежних. Причем можно даже допустить, что где-то в одном конце света такое действительно могло произойти. Но драконы появились по всему свету, и вряд ли это просто совпадение и невероятное стечение обстоятельств. Наиболее похожим прототипом для изображения образа драконов можно назвать крокодила. К числу сторонников крокодиловой тотемной гипотезы относят голландского ученого де Грота, Джан Бин Линя, Вэй Цзуаня, Ван Дайю и других. В пользу крокодилов, как прототипов образа дракона, имеется также множество занимательных свидетельств и в других регионах. Например, находится упоминание об этих животных даже у нас в стране. В 30-м томе полного собрания русских летописей, выпущенного в 1582 году, можно найти такую запись. В лето из Идоша, крокодилии, лютие звери, из реки и путь затворища, людей много поедаща. И некоторые другие упоминания. Так же, как и крокодил, к числу тотемных животных, которые могут послужить прототипом дракона, относят и змею. И действительно, при описании драконов некоторые легенды иногда приводят какие-нибудь части тела с эпитетом «змеиное», например, змеиный хвост или змеиная шея, а иногда и вовсе взаимозаменяя понятия дракон и змея друг другом. У этих двух теорий те же недостатки, что и у тотемической теории. Да еще и они не объясняют, откуда у дракона, вышедшего из образа змеи, взялись магические силы, управления стихиями, практически бесконечные способности к преображению и почти что божественной живучести. Да и если дракон — это всего лишь объединение тотемов, то откуда взялись свидетельства о встрече с ним? В Китае при смене религии тотемы должны были уступить место новым богам.
Однако дракон там оставался. Религии могли сменять друг друга, но дракон все равно находил себе место, и оно было далеко не последним в этих иерархиях. Если вы хотите узнать теорию об истинном происхождении дракона, то переходите по этой ссылке. А если вам понравилось это видео и вы хотите еще, то ставьте лайк.